Хочу начать это видео со слов «Спасибо». Спасибо вам за то, что вы не остаетесь равнодушными и оставляете свое мнение о том, как было бы лучше вам смотреть на мою реакцию о страшных роликах. Благодаря этому я понял, что всем не угодить. И поэтому я решил, что буду делать так, как во всех трех вариантах. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы с вами смотрим страшные необъяснимые видео от очевидцев и пытаемся понять, где правда, а где нас нагло обманывают. Надеюсь, в этот раз я попаду в сердечко каждого из зрителей. Ну а пока устраивайся поудобнее, мы начинаем. Погнали! Следующая жуткая запись была снята в прямом эфире по национальному телевидению в Аргентине. Итак, в Аргентине есть программа под названием «Феномены», которая транслируется в прямом эфире и освещает заметные погодные явления в Аргентине и по всему миру. Соведущий шоу Матиас Бертолотти делает обычный прогноз погоды на предстоящие выходные. Когда это происходит? Когда происходит это? Дождь в центральной зоне города Корриентес нарушает спокойствие. Да там не дождь нарушает спокойствие. Программа переключается на камеру наблюдения в прямом эфире с видом на набережную города Корриентес. Но что-то бледное и полупрозрачное можно увидеть, идущее через поле и выходящее за пределы кадра. Странная фигура выглядит почти как торс человека с быстро движущимися руками, почти как если бы тот, кем или чем бы это ни было, бежал. А как это связано Потрясенный с зритель погодой? смотрит шоу и делится кадрами в своем Инстаграм. Это быстро Это шаровая привлекает молния? огромное количество внимания. К концу программы Матиас смотрит кадры в прямом эфире и говорит, что ни он, ни съемочная группа не имеют ни малейшего представления о том, что это такое. Но они отмечают, что бы это ни было, у него, похоже, нет ног. Так, стоп, я так понимаю, они рассказывают о том, что вот это вот поляночка, да, на которой пробежал некое что-то, это их студия, ну, здание, то есть наружные камеры. Так, правильно? Я правильно понял? Что это такое? Что это такое? Что происходит, когда мы были в прямом эфире? Это произошло в прямом эфире. Я не говорю это всеж. Мы не шутим. Да в не, прямом ноги эфире, видно. Когда? Макарено. Работает на континентальной гостинице в Эдмонтоне, провинция Альберта, Мгм. Канада. Отеле, который расположен прямо через дорогу от кладбища, которое является последним пристанищем почти 19 тел. С таким расположением неудивительно, что у отеля сложилась довольно дурная репутация дома с привидениями. Сейчас Дженна работает на стойке регистрации в 5 утра, когда она и один из ее коллег, Тим, замечают что-то очень странное на камере наблюдения в вестибюле. Ну-ка, Я давай сказал, что показывай. это не отель с привидениями, Орёшь а что? кладбище. О, Так вот, это служебная дорога, по которой мы с Дэнни ходили в парк. Это старая каменистая равнинная дорога. Ты действительно думаешь, что они, когда выкапывали здесь все тела? Это хорошая мысль. Перенесли их на кладбище. они выкопали Частенько вот чел, короче, просто, блядь, показываем видео одно, а он говорит там про свою историю. Ну, ехал я, короче, на велосипеде, вез пиццу. Там бабулька через дорогу переходила, хотел ей помочь. И как КамАЗ, и... Ну, в общем, непонятно, о чем он. тела и... Промокли. Промокли Да? трусы Эй, от увиденного. в чем дело? Да, я вижу это снова. Да, давай попробуем и подпишемся. Иногда они остаются там на минуту. Попробуй подпишись на мой канал. Или попробуй не подпишись. Так и есть. Откуда ты это знаешь? Ну, потому что мы с Дэнни поймали его раньше, когда Дэнни Гадалку запирался поймали. в игровой комнате. Я испугался, потому что увидел это. А потом я попытался сделать видеообзор, чтобы записать это, но у меня не получилось. Можно увидеть бледную фигуру, которая движется по вестибюлю отеля и садится в одно из кресел, прежде чем полностью исчезнуть. Это просто постоялец, ребят. Он просто затрахался ждать. Там же умер, походу. И все. Теперь вот будете прокляты. Плохой сервис у вас. Сколько там звезд? 3, теперь 2.
Коллега Дженны Тим утверждает, что он уже много раз видел эту причудливую фигуру, и он считает, что она Причудливую. пришла с кладбища через дорогу. Но заблудившиеся духи нет. Я оставляю это на ваше усмотрение. Да, спасибо. Малина празднует День матери в своем доме в Ново-Тренто, Малина. Бразилия. Она записывает себя, когда наслаждается бразильским десертом, и показывает продуманный подарок, который она получила от своего сына. Но затем происходит нечто, что потрясает ее до глубины души. Ей ремешок сын подарил. Gente, eu vou comer com vocês o melhor brigadeiro da vida, que é Смотрите, что мне подарил мой сынок. Это значок. É Не знаю, почетная мать года, наверное. Ну да, что-нибудь типа любимой маме, нет? Deixa eu abrir. Ai, Или Я что-то про май. оделась. Кто ты? amei. E agora vamos provar. Eu sou, tipo assim, viciada nesse brigadeiro dela. É simplesmente o melhor brigadeiro que eu já comi na minha И vida. анализы детские. Ты это видел? В отражении в зеркале можно увидеть бледное лицо, смотрящее прямо на Мелину, почти Я как очень если бы завидую. кто-то стоял прямо перед ней. Просмотрев Просмотрев ее видео 2 дня спустя, Мелина была потрясена. Кто это был? Она опубликовала видео в своем ТикТок в поисках ответов. Это ее сын Видео из стало вирусным, будущего. быстро набрав более 3 просто миллионов взрослый. просмотров. Многие ошеломленные зрители задаются вопросом, есть ли что-нибудь перед ней, что могло бы отразиться в зеркале, например, телевизор. Но Малина показывает, что перед тем местом, где она сидела в то время, на самом деле находится задний двор, а не стена. Ага, 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 Она мы видели также велик. говорит, что ее муж и сын были внутри в то время. Так кто же или что же это такое? Сын из будущего. И неужели это зеркало пришло вместе с незваным гостем? Ужас. Пользовательница TikTok Селеста Кастро из города Кульякан, Мексика, была дома одна в час ночи, когда услышала странные звуки, доносящиеся из ее гостиной. Так. Нахер ты себя снимаешь? Позвони кому-нибудь. Я уже не знаю, что делать. Я уже не знаю, что делать. Звонить. 911, например, там. Лучшему другу, подруге, не знаю, кому угодно. О, видишь, там Дверь не открыта. как будто что-то выглядывало. Пурта у тебя какая-то пришла к тебе. Еще и колеса свистнули. Я собираюсь Понятное закрыть дверь. Здесь Просто не- представьте, насколько ее грабят постоянно. У нее шины свистнули, грабитель в дом проломился. Да ты бы, я не знаю, я бы один не никого находился нет. бы лучше. Здесь никого нет. Здесь никого нет. Здесь-то нет, он уже сзади. Я собираюсь закрыть дверь и запереть ее. Потому что на самом деле здесь никого нет. Здесь никого нет в буквальном смысле. Здесь никого нет в плебеях. Блять, плебеи. Вот вы просто, да, уловите логику всей сейчас ситуации. Получается, она в час ночи была одна дома, и у него были двери открыты, что ли? То есть сейчас она говорит, я их запру. Этого ты не догадалась. То есть я не знаю, что я собираюсь делать. Что я собираюсь сделать, так это оставить свой мобильный телефон. Я записываю, чтобы посмотреть, смогу ли я что-нибудь уловить. Потому что на самом деле меня уже тошнит от того, что происходит. И я не знаю, что это такое. Меня Я тоже. собираюсь оставить запись и пойду в свою комнату. Давай. La voy a dejar grabando y me voy a ir al cuarto. Мне очень страшно от того, что здесь происходит. ¿Qué hay? Ну, ты можешь дважды нам не повторять. Mami. Че, никого? И телефона нет. Я ж тебе говорю, ты дура, тебе... А, не, ладно, есть. Я хочу знать, что на самом деле произошло. No mames, no mames, Но мами. no mames. Не морочь мне голову. No mames, güey, no mames. ¿Qué ver- Что это qué такое? vergas es eso? Что ¿Qué это vergas такое? es eso? Не знаю, пульт, может. Что у тебя там лежит? Me está dando miedo. Te lo juro que estoy temblando. ¡No mames!
Селеста была Так напугана себя она до смерти, заперла дверь. когда увидела что-то, выглядывающее из-за ее кухонного холодильника. Этого было достаточно, и она просто выбежала оттуда. Остаток ночи она провела в доме своего двоюродного брата. По сей день Селеста утверждает, что Остаток понятия жизни не бы я имеет, что провел она у двоюродного засняла на свой брата после телефон. этого видео. Она говорит, что с тех пор в ее доме не происходило ничего странного или необычного. Давайте сразу вам вопрос. Вот откуда могло взяться это? Она не ходила, наверное, там по каким-то заброшкам. Она вряд ли делала какие-то ритуалы специальные. Она вряд ли вообще связана с мистикой. У нее на лице написано, что она вряд ли связывалась с мистикой. Как? Если это что-то вот мистическое, как оно привязалось к ней? От чего это могло быть? Но правда ли это или все это просто тщательно продуманная мистификация? Мистификация. Решать Любимое тебе. слово. Да. Только что перевалило за 11 вечера, и охрана Гарраула работает в одиночку в ночную смену на футбольном стадионе. Несмотря на то, что все остальные ушли домой, Наконец-то. Ральф клянется, Все что охранники. продолжает что-то слышать. Тщательный обыск показывает, что стадион так же пуст, как и должен быть. И Ральф списывает это на то, что он слышит то, чего на самом деле нет. Но У нас- потом это происходит снова. Поэтому в попытке задокументировать это, чтобы доказать, что он не сходит с ума, Рауль хватает свой телефон и отправляется на разведку. Так вот, я говорю, а то обычно у нас охранники, блядь, в подвалах только работают. Уже 11-й Тут час как-то ночи, более, да, там и я в статус. третий раз слышу этот грёбаный шум. Студио. Я не знаю, что происходит, но я хочу записать это прямо сейчас, чтобы мне поверили люди, потому что со мной такого никогда не случалось. И я ни хрена не понимаю, Ни что это хрена за я ракушка тоже. для зимы из латекса. Что это, говорит, за игрушка из латекса? Так. И что же тут? Дверька бьется. Лапута, которая родила тебя. Лапута. Это у них ругательство местное. Раковина Лауры. Раковина Лауры. Лаура, раковина. Но черт возьми, может быть там ничего нет. Блин, у меня вот такое вот Это уже третий подозрение, раз. что я видел. Третий раз, когда я вхожу. Видали, маленький футболист пробежался. Там ничего нет. Такое ощущение, как будто здесь команда строителей, а не команда футболистов. Бытовка какая-то, блядь. В раздевалке стадиона можно увидеть таинственную тень, движущуюся вдоль стены. Это Ужас. почти похоже на тень человека, Слушай, пиши пробегающего мне, мимо, вот было но это Рауль или нет. говорит, Вот, что он был вот один из тех единственным случаев, когда в я не комнате. помню. Так что же это? Ну, Рауль и его зрители верят, что он поймал именно то, что, по его словам, он сделал. Маленький болельщик. Цитата «фантезма», которая в переводе с испанского на английский означает «призрак». Но каков ваш вердикт по этому клипу? Оставьте комментарий ниже и дайте мне знать. Эдит пользователям TrainsLord. Согласно первоначальному постеру, они записали этот клип несколько лет назад со своим другом. Только недавно, когда пользователь просматривал свою фотопленку, он заметил нечто очень тревожное. Ну-ка, удиви нас. Смотрите внимательно. Кто же там был? Ты заметил это? Кого Когда вы с друг собой оператора привели? наклоняется к камере, можно увидеть чье-то лицо, выглядывающее из-за двери. Да как такое можно не заметить? Но оператор и его друг понятия не имеют, кто или что это такое. Напуганный после просмотра отснятого материала некоторое время спустя и увидев это лицо, выглядывающее на них, он загружает его в интернет, и зрители откликнулись в комментариях. Мнения реддиторов разделились. Одни говорили, что это лицо призрака, в то время как другие были настроены скептически. Но что вы думаете об этом видео? Мне всегда еще интересно знать, насколько быстро расходятся подобные ролики, типа их популяризации, да, ну, тут можно выкладывать день за днем ролики, и ты не таким популярным станешь завтра же прям, правильно?
А тут они иногда так рассказывают, что чел никогда там толком не выкладывал какие-то ролики, вообще этим не занимается, и тут у него попался один какой-то ролик, и он куда-то его выложил, и пипец какой стал популярным. Я имею в виду сам ролик как минимум. Ну, значит, и тот человек, за ним будут пытаться следить, а что же у него случилось, есть ли у него призраки еще и так далее. И на этом ты можешь как раз себе уже заработать какую-то репутацию, я не знаю, ну, продолжать дальше снимать какие-то постановы и так далее. Как это работает? Что за алгоритм? Следующий клип был загружен в интернет-аккаунтом в социальной сети с ником El Paco BFF. Эль Пако. Владелец аккаунта Пако однажды ночью возвращался домой, когда незнакомец на другой стороне улицы остановил его, чтобы спросить дорогу. Пако говорит незнакомцу, в какую сторону идти, а затем продолжает свой путь, полагая, что ничего необычного не произошло. Однако вся беседа была зафиксирована на камеру видеонаблюдения Пако, и когда Пако позже случайно посмотрел отснятый материал, Я не знаю, смотрели вы или нет, это в камеди, когда Буберишвили был. Это Пако. он заметил кое-что, что действительно напугало его. Ну-ка. Может, он немножечко того? Ты идешь туда? Нет, вот туда. Может, я туда пойду? Нет, туда иди. Все окей, все норм. Все. Я клянусь Богом. Я клянусь Богом, что мне интересно, что... Я клянусь Богом, Не что ты клянись, должен надо, извиниться. мужик, не Где и надо. поэтому я говорю, что и для начала я клянусь Богом. Ты заметил, да? Где и что? Ты видел, чтоб я хотя бы раз там клялся Богом? Но я Богом клянусь, что я не видел. Запечатленный на камеру видеонаблюдения Пако, направленную на улицу возле Типа его тот дома, случай, мы когда видим и правда, как поверить человеку? Вот представьте, если я вот скептик, я не верю, я вам такой как-нибудь такой говорю, ребят, все, вот буду сидеть вот так перед камерой и понимать, что я буду даже не знать, как вам это объяснить, без доказательств каких-то явных. Вот в данный момент мы видим как бы ситуацию налицо. Они могли это просто все сделать сами, правильно? Ну просто вот если подумать. А с другой стороны, как доказать, блядь, что ты не верблюд, ты реально кого-то там видел, хотя вот нет никого. Чума. как Пако идет по улице, когда он внезапно Пако. останавливается и начинает Когда разговаривать. идет Пако по улице, лошади делают не игого, а ого-го. Но с кем? Там никого нет. Пако был так напуган после просмотра своих кадров, что показал их своим друзьям, которые тоже были напуганы и сказали, что он, скорее всего, разговаривает с призраком. Ну это И ужасно. они настояли на том, чтобы он загрузил этот жуткий клип в интернет. Видео быстро стало вирусным, набрав Вот более как это. 1,1 миллиона просмотров. И, конечно же, зоркие зрители заметили кое-что на кадрах. Но это был не человек. По улице, кажется, прокатывается таинственный туман точно в то же время, когда Пако останавливается и начинает говорить. Может это пыль вообще тупо. Теперь не только Пако и его друзья верят, ветра что он нет, да, разговаривал с ветки не призраком, двигаются. но и зрители этого видео. Но как вы думаете, что здесь происходит? Заведи разговор с призраком. Прокомментируйте и дайте мне знать. Хорош ты вообще. Следующий жуткий клип, которым поделились в Facebook, уже распространился и заинтриговал зрителей. Ну-ка. Кадры были сняты внутри спортивного центра и показывают 3 бегунов, соревнующихся в тренировочном забеге. Но то, что должно было стать стандартной гонкой, заставило зрителей ломать голову после того, как они заметили что-то очень странное. Ну-ка. Ага, ага. Сначала есть только 3 бегуна, но затем из ниоткуда появляется 4-й бегун, и даже после того, Это как вы матрица, посмотрели ребята, кадры это несколько раз, матрица. все еще не ясно, откуда взялся дополнительный бегун. Слушай, ну его должны были увидеть. Так как же они появились? Прокомментируйте свои мысли по этому поводу. Сейчас середина ночи, и водителю скорой помощи пришлось съехать на обочину из-за чего-то очень-очень часы странного. По отстают. словам водителя, который поделился видео о своем опыте в социальных сетях, он возвращался на
базу, когда увидел что-то на заднем сидении машины скорой помощи. Ну, Что вот это вот немедленно стрёмно, повергло наверное. его в панику. Заехав в уединенный переулок, он и его коллега выпрыгнули из машины, стараясь держаться как можно дальше от машины скорой помощи. Зачем в уединенный В то переулок? время как его коллеги звали на помощь, водитель, не желая попасть в беду из-за остановки на работе, схватил свой телефон и точно записывает Такого все, не что было, происходит. по-моему. Вот что он запечатлел на камеру. Ну давай. Хорошо, так что я не уверен, как об этом говорить. Но, во-первых, я работаю врачом скорой помощи совсем недолго и, похоже, никогда не испытывал ничего подобного. Well, first off, I've been an EMT just for a little bit, and like I ain't never experienced nothing like this. Так вот, когда мы возвращались на базу, клянусь, я увидел чье-то лицо в зеркале заднего So вида. as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Вот так. Свое отражение, может быть. Мне нужно выключить двигатель, потому что, похоже, мы застрянем здесь. Как можно скорее. Спасибо вам. Вообще странно, что вы на скорой делаете в каком-то подозрительном... Я не собираюсь райончике. возвращаться сюда. А он один в данный момент, я так и не понял, или с напарником все-таки? Скорая ж не должна ездить, ну, по одному. Типа только водитель. А фельдшера, да, не надо, сам справлюсь. Может, он про кого-то забыл? Я не помню, телефон в тачку закинул и убежал? Я думал, что что-то произойдет. Я не знаю, видите ли вы это, но видите ли вы эту заднюю дверь, как будто она только что открылась? Как будто нет. Что за? Like it just flew open, like. Can you... No, what the? Что там? Что это было? Can y'all see it? Nah, hell no. Nah. Пока медики в ужасе смотрят на происходящее, в задней части машины скорой помощи можно увидеть темную фигуру. Но кто или что это? За несколько мгновений до этого водитель подошел к пустой машине скорой помощи, чтобы выключить двигатель, и именно тогда он услышал... У меня много вопросов. Во-первых, что он делает в странном переулке? Во-вторых, почему он один? Типа со смены едет, ну, допустим, да, там развез фельдшеров, хотя я вряд ли думаю, что смены так сдаются. Ну, типа, знаешь, там, ну что, на сегодня последнего отвезли? Да, ну давайте я вас домой завезу, а сам поеду. В-третьих, чтобы ему там не привиделось, позови кого-нибудь, если ты там, ну уж сильно обкакился, да, там, кого-то там из своих. В-четвертых, может быть, ты там правда кого-то забыл, и он там бегает, блядь, бедный, не знает, как выбраться. Ну и в целом, нафиг ты тогда выключал свет? Наоборот, при свете-то как-то менее страшно. В общем, очень много странных вещей тут происходит. Громкий стук, доносившийся из задней части автомобиля. По его словам, это был звук открывшегося одного из отсеков для хранения. Но что именно могло вызвать эти тревожные явления? Что у вас в отсеке Некоторые, кто хранения? видел это видео, думают, что Какие-то это мог быть таблетосы, призрак может, это кого-то, что наркоман? скончался внутри машины скорой помощи. Но что, по вашему мнению, увидел водитель в задней части машины скорой помощи? И что напугало его так сильно, что он съехал на обочину, рискуя своей работой? Оставьте комментарий со своими мыслями.
Следующий жуткий клип был загружен женщиной, которая работает на текстильной фабрике где-то в Индонезии. Мгм. Иногда, когда дела идут довольно напряженно, она работает в ночную смену. И каждый раз поздно ночью она утверждает, Когда работа напряженная, она остается и работает еще в ночную смену. Такой интересный перевод. что паранормальная активность часто имеет место и всегда в одно и то же время. В 3 часа ночи. Женщины и ее коллеги по работе на фабрике утверждают, что слышали таинственные звуки и даже видели, как предметы таинственным образом двигались сами по себе. Это заставило многих из них заподозрить, что на их рабочем месте обитает привидение. Так. Однажды ночью, ровно в 3 часа, она решает записать видео с заводского цеха в попытке запечатлеть какую-нибудь из часто происходящих таинственных активностей. Ну-ка давай, удиви нас. И то, что она засняла, напугало людей. Еще такая, все эти люди, кто они? Я здесь одна работаю. Ты заметил это? Нет. Кто-то или что-то, одетое в белое и с длинными темными волосами, можно увидеть высоко над заводским цехом. Оно зловеще наблюдает за рабочими внизу. Но никто из них, кажется, не замечает, что это прямо над ними. В подписи к этому видео при переводе на английский язык говорится «Работа под охраной Кунти». Кунти, Кунтиланак или Кунти – это мстительный дух из индонезийского фольклора, часто изображаемый как женщина с длинными черными волосами в белом Кунти, платье. блядь, Кунти не понравился. Кунтиланак. Кунтиланак, наверное. Не понравилось, что на этом месте построили завод? Зачем этому призраку наблюдать там? Или она подбирает себе жертву, кто первый уснет? Это просто проделки работодателей. Кто первый уснет, блюди за ними. Типа, видеокамеры сейчас не решают. Сейчас решает призрак, ты его повесил. И не дай бог, ты присядешь на работе, блядь, или остановишься, или уснешь еще чего хуже. Она накажет. Или придет за тобой. Или во сне такая, пока ты спишь. Говорят, что это призрак женщины, которая скончалась при ужасающих обстоятельствах. Она преследует своих жертв В колодце? смехом, который становится все громче по мере того, как она приближается. Легенды предупреждают, что она нападает на тех, кто переходит ей дорогу, что делает идею работы под охраной Кунти по-настоящему Да. ужасающей. Но является ли это Кантиланакалдов? Кто? Кантилакандо? Кантилакалдо? Попробуйте повторить. Загрузила следующее видео после того, как столкнулась с чем-то, что, по ее мнению, было сверхъестественным. Ну давай. Живя в сельской местности Ирландии, Николь привыкла слышать странные звуки, но Привыкла. однажды ночью она начинает слышать что-то, что до смерти ее пугает. Эти звуки продолжались в течение нескольких ночей, и когда Николь упомянула об этом своей семье и друзьям, они ни капельки не восприняли ее Ясен всерьез. фиг, все поржали. Поэтому, желая доказать им, что ее истории были правдой, Николь решает установить камеру в своей спальне. Давай. И той же ночью это происходит. Ну-ка. О, что-то и прошел. Там звук такой был. Я понимаю, что существует всего 7 нот, и любой звук будет похож на что-то, да, мы всегда же ассоциируем, когда есть какой-то звук, мы такой, наверное, это там птица или там какое-то животное, лось и так далее, то есть мы примерно понимаем, как что-то из этого звучит, если слышали, вот. И здесь такое ощущение, как будто сейчас вот этот вот звук, наверное, его повторят, как будто бы он был в моем ролике. Я имею в виду, я их накладываю специально для эффекта, понимаете? Но такое ощущение, как будто бы, да, как будто бы это вот наложенный звук. Только единственное, я на свой звук еще добавлял немножечко эхо. Ну, чтобы оно продолжение какое-то имело мистическое. То есть вот так вот. Ну, прошел кто там? Сука, нахуй, говорит. Че за нахуй?
Почему ты одна? Почему? Вы, ребята, слышали это? Ладно, другой вариант. Прям перемотайте, прослушайте еще раз. Такое ощущение, как будто толпа народу, когда что-нибудь произошло, знаете, вот как бывает, допустим, мы все говно, и все такие, «У-у-у! Говно должно говорить громче», и все такие, «У-у-у!» Вот прислушайтесь, это вот на это похоже. А у меня вон опять призрак ходит. У-у-у! Может, там концерт? Ты, дурочка, здесь все проспишь. Верно, нет. Я не собираюсь этого делать. Не пойдешь на концерт? Под одеялко прячься быстрей. Так от всех демонов я видел в кино спасаются под одеялко. Ты меня слышишь? Я не собираюсь выходить на улицу. Я не собираюсь прошу выходить тебя. на улицу. Жуткий крик пробуждает Николь ото сна. Затем таинственная белая штука пролетает мимо окна ее спальни наверху. Штука. Сначала она пытается проигнорировать это, пока не раздается еще один крик. Да, она этого даже не видела, я Напуганная, так она понимаю, встает, только и на зловещий видео. крик продолжается. Она сопротивляется желанию выйти на улицу, чтобы проверить, и вместо этого решает немного отдохнуть. Однако звуки не прекращаются. Немного позже Николь Отдохнуть. набирается храбрости, чтобы пойти и проверить. А, все-таки, Я да? знаю. Я стараюсь Не вести удержалась. себя тихо. Ну, это как тебя друзья зовут Он побухать, и ты подумал, такой, нет, хорошо, мне нельзя, я мне буду завтра на вести себя работу. тихо, Ну, ладно, потому что немножечко. знаю, что мне не следует заходить внутрь. Я сказала, что собираюсь спросить. Что за... Послушай. Я не могу этого сделать. Да ты уже вышла. Мне кажется, что это доносилось из-за этих холмов, насколько я помню. Я не знаю, откуда это доносилось. По-моему, это уже даже прикольно. Что происходит? Я бы на ее месте такой, блин, походу там где-то туса. Я ничего не вижу. Шабаш ведьмин. Подойди сюда. А, кто-то шелестит? А что вы сделали, если вы слышали такие крики? Ну, это опять же, для городских, да, как говорится, нам вообще Привет. насрать. А вот если ты в лесу выжила вот так вот. Меня зовут Николь. Моя семья распадается. Я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль или что-то в этом роде. Воу-воу-воу, Я стой, хочу стой, стой, стой. Ты что, блядь, пришла на сеанс психологии? Какая твоя семья распадается? Причем здесь это все? Ты что? Либо там твой бывший Привет. празднует, блядь, вашу разлуку, я не знаю. Я ирландка. Да-да, ты, наверное, уже знаешь об этом. Ну да, узнал. Я немного не в себе. А, это тоже как бы играет роль. Никаких Я таблеток ничего не не вижу. принимала? Крики прекратились. Куда ты идешь? Что это? Что это такое? Это дерево? Это она приближает или подходит? Крики все еще слышны, пока Николь пробирается сквозь темноту за пределами своего дома. Фонарик на Затем телефоне. поблизости раздаются какие-то звуки. Она кричит «Привет», но не получает ответа. Да, я рассказал нам про семью. Затем раздается крик, пугающий и без того напуганную Николь. Когда она отваживается углубиться в темноту, прямо перед ней можно увидеть кого-то или что-то. И когда она увеличивает Почему не взять фонарик? Просто почему не взять фонарик?
увеличивает масштаб, то, что бы это ни было, кажется какой-то бледной фигурой. Осознав, что она видит, Николь в ужасе убегает. После того, как это А это видео не день было Хэллоуина загружено в какого-то? интернет, зрители быстро упомянули, что то, что издавало эти ужасающие крики, которые мучили Николь в течение нескольких месяцев, скорее всего, было цитатой Банши. Банши — это легендарная фигура в ирландском фольклоре, известная своим жутким криком кита, Да, мы который в сигнализирует фазмофобии о ловили надвигающейся Банши. трагедии. Часто она связана с конкретными ирландскими семьями. Она появляется как таинственная то есть в женщина, России не будет иногда такого? молодая и красивая, или старая и изможденная, с длинными развивающимися волосами и одетая в белое или серое. Говорят, что ее душераздирающий крик — это предупреждение о чем-то зловещем приближающемся. Однако некоторые утверждают, что встреча Николь была всего лишь большой мистификацией. Но как скорее ты всего. думаешь, преследовала ли Николь Банши? Или все это было просто выдуманной историей? Ты мне скажи. Там призраки говорят, мы бяки-буки. Вот такие ролики мне попались на этот раз. Надеюсь, тебе все понравилось. Оставляй свое мнение в комментариях, какой ролик тебе показался лучше всех остальных. Также прошу тебя не забывать поставить лайк этому видео. А если ты им еще и поделишься, то тебе мой отдельный респект. Но у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет, он лишь в твоей голове.